Всем привет, друзья! Вы на канале Safe A World. Сегодня я для вас расскажу историю. Приятного просмотра. Это утро начиналось, как и сотни других. Команда рыбацкого судна «Марина» вышла в открытое море к югу от Сицилии. Волны были спокойными, солнце пробивалось сквозь облака, а капитан Рикардо, опытный моряк, пил свой утренний кофе, когда один из матросов закричал с палубы, указывая в сторону странного мусорного пятна, медленно дрейфующего недалеко от лодки. Сначала все подумали, что это обычный пластиковый сгусток. Подобное встречается в этих водах все чаще. Но когда они подплыли ближе, тишину прорезал тонкий, прерывистый звук, словно кто-то пищал, захлебываясь. Именно тогда команда поняла, что это не просто мусор, а настоящая ловушка из сетей, веревок и водорослей, в которой что-то шевелилось. Моряки остановили мотор и подплыли к этим сетям аккуратно, чтобы не распугать возможное живое существо. Один из них первым наклонился и, едва раздвинув сетку, отпрянул назад. Под слоем водорослей был детеныш дельфина. Он еле двигался, а вокруг его плавников затянулись толстые лески. Вид был страшный. Один глаз был наполовину закрыт от усталости, его тело слабо вздрагивало, и было ясно, что у них есть считанные минуты. Лука молча нырнул в воду, вооружившись ножом. Он срезал слои лески один за другим, а дельфиненок даже не сопротивлялся. Казалось, он понимал, что ему помогают. Остальная команда в это время осторожно удерживала массу сетей, чтобы та не затянулась сильнее. На освобождение потребовалось почти 20 минут. Когда последний виток был снят с хвоста, дельфиненок на секунду застыл, а потом слабо толкнулся в сторону и, к удивлению всех, сделал небольшой круг вокруг лодки, как будто прощался. Позже, когда команда вернулась в порт и рассказала эту историю, никто не мог остаться равнодушным. О спасении писали местные газеты. А капитан Рикардо, хоть и прожил 40 лет в море, признался, что никогда прежде не видел таких глаз. Глаз, в которых было столько страха, надежды и благодарности одновременно. С тех пор они каждый раз, выходя в море, берут с собой перчатки, ножи и длинные багры. На случай, если снова встретят чью-то тихую, едва слышную просьбу о помощи посреди безмолвного океана. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.